Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами об одной очень важной и существенной проблеме, которая касается миллионов россиян. Эта проблема приняла масштаб национальной трагедии. Это проблема алкоголизма. Сегодня я расскажу вам о том, какие изменения постепенно происходят в мозгу пьющего человека и приводят его, в конце концов, к алкогольному слабоумию и деградации. У пьющего человека пропадает гибкость и тонкость мышления. Иначе говоря, изящество ума у алкоголика отсутствует. Если, допустим, пьющий человек плотник, то он может и останется хорошим плотником, но каких-то новых идей и творческих озарений, новых светлых мыслей в его голове будет все меньше и меньше. И он будет всю жизнь выполнять те привычные операции, которым он научился еще до того, как началась алкогольная деградация мозга. Всякое новшество будет вызывать у пьющего человека раздражение и агрессию. Вот вы попробуйте поговорить с человеком, регулярно употребляющим спиртное, на какие-то умные, высокие темы, и какова будет его реакция? Да отстань, да ладно не грузи, да что ты умничаешь? Ну и так далее, и так далее. Признаком ограниченности ума пьющих людей является то, что они пытаются ограничить себя в своем маленьком, привычном им мирке. И любой тот человек, кто попытается их вытянуть оттуда, может столкнуться с ожесточенным сопротивлением. Я не хочу сказать, что слабоумие присуще только пьющим людям. Оно есть, конечно же, и у непьющих, но встречается гораздо реже, чем у пьющих. У пьющего человека сохраняются природные инстинкты, но слабеет ум. Ну вот, допустим, если у ребенка пьющая мать, то, конечно, в доме может быть все чисто, аккуратно, ребенок может быть накормлен, одет, обут, но воспитанию и образованию этого ребенка может уделяться очень мало внимания, потому что забота о ребенке проявлена на уровне инстинкта сохранения рода, а интуитивного понимания вот того, что ребенку действительно нужно, а что ему вредит, у пьющей матери может отсутствовать. Я не раз был свидетелем того, как в сельской местности практически поголовно вся молодежь употребляет алкоголь и превращается в быдло. А что такое быдло? Быдло – это некое такое существо, это недочеловек, весь смысл жизни которого сводится к простейшему удовлетворению своих основных животных потребностей. Мысли об отдыхе у таких людей неразрывно связаны с алкоголем. Без него не мыслится никакой праздник, никакая радость, никакое достижение в жизни. У пьющего человека пропадает связь сознания с подсознанием. То есть он не слышит голос подсознания, не слышит голос своей интуиции. А только интуиция дает человеку правильное понимание своих действий и своих потребностей. Регулярно пьющему человеку с трудом дается понимание того, что касается морали, нравственности и высоких побуждений. На мир такой человек смотрит уныло, с точки зрения удовлетворения своих самых основных природных потребностей. И, пожалуй, самое страшное – это то, что пьющий человек теряет свою силу воли. Он становится полностью зависимый от своих природных инстинктов и желаний. Мне порой даже казалось, что пьющий человек становится одержимым некой сущностью, которая заставляет его заливать в себя все больше и больше алкоголя, толкает его на проявление негативных эмоций и сама питается энергией этих негативных эмоций. Регулярно употребляющий спиртное человек теряет свою личность, теряет свое самосознание, становится одержимым и управляемым. Вы можете спокойно жить без зеленого зелья, если у вас есть убеждение в том, что ни один праздник, ни одно мероприятие не обходится без алкоголя. Если вам привычная фраза, что за это надо выпить, то знайте, что это не ваш выбор, это то, что вам навязало общество, навязали традиции. Это не нужно вам. Я всегда чувствую себя отлично, превосходно в любой ситуации, на любом празднике, на любом мероприятии. И мне не нужно каких-то дополнительных веществ, каких-то дополнительных стимуляторов для того, чтобы расслабиться и чувствовать себя прекрасно. Но вот на этой оптимистичной ноте я хотел бы завершить свое повествование. Желаю всем благ, удачи и счастья. До скорых встреч. С вами был Максим Жулинский. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, поддержите проект. Буду рад видеть вас в числе моих подписчиков. Ну все, до скорых встреч. Пока.